Всем привет! Меня зовут Елена. Ко мне обратились с просьбой показать, как можно сделать маленькие шишки. Часто бывает так, что доступного природного материала нет под рукой. Иногда его можно собрать на прогулке или просто купить. Но то размер не тот, то цвет или ждать приходится долго. В такие моменты лучше сделать все самой. Я перепробовала много вариантов, и некоторые мне понравились. Сегодня я поделюсь 3 способами создания разных шишек-малышек из фоамирана. Фоамиран у меня иранский толщиной 1 мм. Вырезаем вот такую фигуру. Размеры зависят от желаемой длины будущей шишки и ее формы. Чуть позже я покажу размеры подробнее. Ножницами зигзаг обрезаем скошенную сторону. Размер зигзага тоже имеет значение, пусть и не очень большое. Ножницами делаем неглубокие надрезы между зубчиками. Возьмем 2 варианта размеров заготовок. Также понадобится 2 цветочка ромашковой формы. Можно воспользоваться дыроколом, ножами для вырубки или вырезать ножницами. Размер цветочка у меня 2,5 см. Для фоамирана я использую секундный клей. Берем тонкую проволоку. У меня 0,8 мм в зеленой оплетке. На проволоку приклеиваем высокий край заготовки. И скручиваем ее в рулончик. Стараемся, чтобы зубчики ложились в шахматном порядке. Обрезаем низ рулончика, скругляя его. И закрываем цветочком. Теперь шишку надо раскрыть. Для этого к разогретому утюгу прикладываем шишку и пальцами придаем желаемую форму чешуйкам. Главное прогреть все чешуйки.
Шишки раскрыли, выделим рельефы. Мои шишки для новогодних работ, поэтому я использую белую акриловую краску. Если взять светло-бежевую или краску цвета слоновой кости, то получится шишка ближе к природной. Кусочек поролоновой губки опускаю в краску, несколько раз промакиваю, чтобы она была полусухой, и легкими движениями прохожусь по рельефам. Вот такие шишки получаются первым способом. Немного моих наблюдений. Форма шишек зависит от крутости скоса на заготовке. Например, этим же способом с более крутым скосом получаются шишки каких-то других хвойных деревьев. Измерим шишки, которые получились из заготовок с размерами, приведенными в начале видео. Надеюсь, вы не устали, и мы перейдем к следующему способу. В основе него заготовка по спирали. Можно использовать ножи для вырубки. Это удобно, но с размерами и формой уже сложнее. Поэтому вырежем заготовку сами. Из квадрата 4,5 на 4,5 см вырезаем круг. Разрезаем его по спирали, стараясь, чтобы высота полоски была постоянной. Обрезаем ножницами зигзаг, начиная с внешнего края. Здесь тоже делаем надрезы между зубчиками. Заготовка готова. Собираем на проволоку, скручивая по спирали. Если для цветов мы нижний край оставляем ровным, то для шишки мы с каждым оборотом немного спускаемся вниз по проволоке. Немного увлеклась, сейчас я вернусь в кадр. Склеивая спиральку, укладываем ее по форме шишки.
Шишка и так хороша, но и ее немного раскроем на утюге. При своей миниатюрности шишка настоящая. Вариант отличный. Эти малыши получились из вырубки самыми маленькими ножами. В зависимости от выбранного размера круга можно получить разные по размеру шишки, а при разной плотности сборки по спирали совсем другие шишки. Коллекция шишек по двум вариантам. Переходим к третьему варианту. Все очень просто. При помощи фигурного дырокола вырезаем 10 маленьких ромашек. У меня они диаметром 1,5 сантиметра. Еще понадобится пара-тройка маленьких квадратиков или кружочков. Один цветочек разрезаю пополам, так будет проще сформировать вершину шишки. Приклеиваем по очереди 7 цветочков. Лепестки располагаем в шахматном порядке. Добавляем квадратики.
и закрываем их двумя оставшимися цветочками. Милая кругленькая шишка. Раскрывать шишки можно как на утюге, так и над пламенем свечи или зажигалки. Очень легко, а шишка такая полная, круглая, просто чудо. Предлагаю пойти дальше и сделать им хвойные веточки. Нарезаем или вырубаем при помощи ножей бахрому и собираем ее на проволоку, приклеивая по спирали. Веточки можно делать одиночными или небольшими лапами. Распушить иголочки легко на утюге. Прикладываем на несколько секунд со всех сторон, и веточки становятся пышными. У меня фоамиран оливкового цвета, поэтому затонирую веточки темно-зеленым. Я использую штемпельные подушечки, но можно взять и мелки масляной или сухой пастели. Прохожусь хорошо по иголочкам. В данном случае частичный непрокрас дает эффект визуального объема и природной живости. Рассмотрим наши шишечки. Даже из шишек у меня получился букетик.
Такие маленькие шишки будут очень мило смотреться в новогодних цветочных композициях, на маленьких елочках, гирляндах и венках, на елочных шарах и в разных других новогодних композициях. Делитесь в комментариях, какой способ изготовления шишек вам понравился больше. Список используемых материалов и инструментов вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Благодарю за внимание и до новых встреч!